Девчули, всем большой-большой привет! Продолжаю делиться с вами идеями дизайна праздничной бижутерии. Сейчас я делаю заказ на очень большие двусторонние серьги-кольца, и я решила выложить процесс их создания. Возможно, кому-то из вас идея понравится, и вы сможете сделать для себя что-то подобное. В комплекте с этими шикарными серьгами еще я сделала большое кольцо с подвесным элементом. Если вам интересно, пишите в комментариях «Хочу МК по кольцу», и я обязательно сниму для вас этот мастер-класс. Итак, в начале работы я сделала вот такой вот круг с помощью циркуля на бумаге, диаметр круга 8 сантиметров. Затем я приложила его к пластику и вырезала точно таких же два круга из пластика. Обычно я использую пластик из ланчбоксов, вы можете использовать любой, который хорошо держит форму. Затем с помощью прозрачного клея я склеиваю два эти круга между собой. Центр круга я не проклеиваю. Затем беру штифт и с помощью вот такого клея B7000 я приклеиваю штифт сверху круга. Если нет этого специального клея, можете использовать прозрачный клей кристалл. Затем я беру стразовые ленты одного размера, но они немного отличаются цветом камня. И начинаю проклеивать первую окружность. Наношу клей приблизительно на треть окружности и аккуратно приклеиваю стразовую ленту, пододвигая каждый стразик близко друг к другу. Снова проклеила часть окружности и продолжаю аккуратно выкладывать стразовую ленту. Лишнюю стразовую ленту я обрезаю, и конец окружности я проклеиваю стык в стык. Пальчиками аккуратно выравниваю все неровности для того, чтобы окружность была идеально ровная. Мне хочется, чтобы у моей серьги был небольшой акцент, и я сделаю его с помощью вот такого пришивного страза. С помощью обильно нанесенного прозрачного клея я приклеиваю его прямо поверх штифта. Затем беру стразовую ленту немного с другим цветом камня и приклеиваю ее от страза по всей длине окружности. Стараемся, чтобы все звенья ложились вплотную друг к другу, а также вплотную к стразам первого ряда. Сколько таких рядов из стразовой ленты у меня будет, я точно не знаю. Я буду смотреть в процессе работы на массу серьги, чтобы она не получилась чрезмерно тяжелой. Лишнюю стразовую ленту обрезаем и выравниваем второй ряд. Вот такая красота получается у нас на данном этапе работы. И по такому же принципу я продолжаю проклеивать следующие ряды, меняя при этом только цвет стразовой ленты. Всего у меня получилось 7 рядов стразовой ленты. Обратите внимание, что первый и седьмой идет по всей окружности, а ширина получилась примерно 1,5 сантиметра. Лишний пластик я обрезаю, стараюсь резать как можно ближе к звеньям стразовой ленты. Так как у нас нет стежков, мы ничего не можем повредить, режем максимально близко. Весь оставшийся пластик я убираю с помощью паяльника.
Вот так аккуратненько все получается. И также можно пройтись с паяльником по внешней окружности, если вдруг где-то остались неровности. Вот этот приклеенный штифт, он выполняет очень важную функцию. Он держит вес всей серьги. И сейчас с помощью тонкогубцев я его аккуратненько вот так вот загибаю. А также максимально крепко все это сжимаю. Благодаря такой конструкции я точно уверена, что штифт не выпадет из серьги и будет держать ее вес. Ну, изнаночную сторону я точно по такому же принципу проклеиваю стразовой лентой. Единственное, я теперь наоборот стараюсь максимально растянуть звенья для того, чтобы ушло меньше материала, и это даст нам меньшую массу серьги в итоге. Вы видите, да, что боковой шов получается достаточно аккуратный, и нам повезло, что нам не нужно будет его в итоге ничем обрабатывать. Он и так выглядит, на мой взгляд, достойно. Вот я полностью проклеила изнаночную сторону, и так как на пластиковую основу нанесено много клея, ее слегка повело в разные стороны. Это нормально, не переживайте. Я кладу ее в книгу вот таким вот образом, а книгу кладу под пресс и даю всей этой конструкции просохнуть примерно сутки. После просыхания форма серьги получается идеально ровной, а масса меньше, так как ушла влага. В петельку вдеваю швензу любого типа и, естественно, любуюсь проделанной работой. И если вам было полезно это видео и вы любите бижутерию так же сильно, как люблю ее я, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы я могла делиться с вами моим творчеством. Всех люблю, всем пока, до новых встреч в новом видео.